Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Мир моды все еще принадлежит дому Прада. Именно с этой фразы мне всегда хочется начать обзор каждого очередного шедевра от слаженного дуэта двух культовых дизайнеров – Рафа Симонса и Миуччи Прады. Вот и нынешняя презентация коллекции «Осень-зима 2024-2025» оказалась одним из самых обсуждаемых событий недели моды в Милане. По сет-дизайну, со стеклянным подиумом, под которым был разбит уникальный зеленый сад, ожидающие старта модного дефиле зрители были уверены. В сегодняшней женской линейке их ждет продолжение крайнего мужского показа бренда. Так оно в каком-то смысле и получилось. Пересечений между двумя шоу было достаточно, особенно с учетом места проведения и оформления пространства. Но Миуччи Прада и Раф Симонс, как обычно, вышли за рамки банального дублирования и наполнили женскую коллекцию новыми смыслами и визуальными приемами. За кулисами шоу дизайнеры много говорили о романтике, любви, эмоциях, а также об истории. В заявлениях для прессы брендом отмечено так: «Эта коллекция сформирована историей. И дело не в ностальгии, а в понимании. Вы можете реализовать свое будущее только если знаете свое прошлое. История учит всему, особенно в трудные моменты». Создавая образы осенне-зимней линейки, Прада и Симонс обратились к мрачному периоду 40-х прошлого века. Суровую моду тех лет они показали через армейские фуражки, грубые сапоги с квадратным мыском и широким голенищем, пальто и жакеты, визуально повторяющие мужской силуэт. Что ж, наконец-то сходит на нет всеобщее увлечение нулевыми. Место сверкающей и легкомысленной эпохи 2000-х в сердцах дизайнеров и на подиуме занимает тревожный гламур 40-х. Оно и понятно. Общие настроения в мире сегодня во многом созвучны тем, что царили в середине 20-го столетия. Однако не стоит отчаиваться, ведь задача дизайнерского дуэта была не в желании вселить в нас чувство тревоги, а представить на фэшн-сцене новую женственность, утверждая: здесь все не то, чем кажется на первый взгляд. Новая коллекция Прада – это как надежда и воля к жизни, которые пробиваются сквозь цинизм и уныние даже в самые нелегкие времена. В модном гардеробе итальянского бренда почти все вещи как бы притворялись чем-то другим. К примеру, шелковые комбинации прикидывались строгими костюмами из плотной шерсти, теплые трикотажные джемперы – блузами со спущенными плечами, меховой декор на сорочках – ажурным кружевами, а форменные кепи – дамскими шляпками в перьях, либо из закрученного бархата. Так что главный хайлайт показа – это образы Франкенштейны, которые совершенно по-разному смотрятся фронтально и со спины. Многие вещи сшиты с, казалось бы, двух абсолютно разных по характеру половинок. А еще в модном гардеробе Прада вы, мои дорогие зрители, наверняка уже заметили банты. Немного наивные, романтические, с отголоском где-то даже из викторианской эпохи. Они атласным ковром рассыпались на платьях, аккуратно украсили зону декольте, подчеркнули линию талии. Ближе к финалу бренд представил новое современное видение вечерних нарядов. В заключительной части модного шоу, друзья, вы увидите, как на подиуме появятся коктейльные платья в духе кутюр ретро-50-х, но из высокотехнологичных материалов и в дуэте с перчатками в стиле аксессуаров для спорта. Данную двойственность хрупкости и жесткости, которая сопровождает в коллекции почти каждый наряд, поддержала и цветовая палитра. Здесь, следуя чередой, попеременно то серый, то черный, вдруг ярко обозначит себя фиолетовый, оранжевый, красный, зеленый или лидерство перейдет оттенком мягкой пастели, таким как пыльно-розовый, бледно-голубой. Отдельным пунктом обзора стоит озвучить сумки. Точнее, то, как часть из них модели носили на сгибе локтя. Так делали манекенщицы на салонных показах несколько десятилетий назад, что соответствует основной теме коллекции. Только вот вместо ручки дизайнеры рекомендуют добавочный широкий ремень. Какие еще интересные модные фишки и новые идеи по стилизации образа, друзья, вы отметили в осенне-зимней линейке Prada, мы, надеюсь, узнаем из ваших комментариев к видео. Приятного просмотра!
Всем вдохновения, красоты, нескучного дня и только позитивного, солнечного настроения!